Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем зайчика. Давно я не снимала видео, большой был перерыв. Свяжем вот такого вот зайчика, схему, которую я очень долго придумывала. Такой вот зайчик у меня в итоге получился. Вот сейчас я сниму одежду и покажу, как он выглядит без одежды, потому что вязать мы будем сегодня с вами только зайца. Одежду для зайчиков и вообще серию одежды я сниму потом отдельно видео. Вот такой вот зайчик-карапузик. Значит, акцентировать на одежде я не буду, я ее убрала. Будем смотреть на зайца. Значит, делала я эту схемку очень долго. Вязала, распутывала. В итоге получился такой заяц. Значит, смотрите. Такая пряжа у меня была. Был один моток, и я решила из него связать зайца. Значит, пряжа у меня вот такая вот Ализе. Кому интересно. Значит, где у нас тут метраж? Вот на 100 грамм 390 метров. И вот этого одного мотка мне хватило. Осталось там буквально немножко, чтобы сделать такого зайца. Вот с ушами размер этого зайца мы можем с вами померить. Вот, получается 37 сантиметров в длину с ушами вместе. Сегодня будем вязать мы этого зайца, но из другой пряжи. Я как образец его связала. Вот, и сегодня будем вязать вместе с вами. Вот, что получится, узнаем вместе. Результат. Буду вязать я с этой пряжи. Здесь, значит, в 50 граммах 160 метров. Сколько уйдет пряжи, я не знаю. Это мы узнаем в конце. Значит, взяла я такой вот цвет. Он такой бежевый оттенок у него. Вот, значит, что нам для этого зайца понадобится? Совсем немного. Это пряжа. Значит, что хочу сказать, этого зайца я вязала крючком троечка. Вот, поэтому размер такой. Не знаю, какой размер получится с этой пряжи, потому что буду вязать я его 2,5 крючок. Затем глазки у меня вот такие есть. Этот раз возьму желтые. Этим тени, да, желтого цвета. Затем пряжа, как я сказала, да, вот основная пряжа. Далее носик. Я беру красный цвет пряжи, который у меня есть, тоненький, но он не сильно тонкий. Там уже я не говорю, тоже акцент не делаю на пряже для носика. Может подойти и мулине. Вот цвет. Можете взять морковный, желтый, какой хотите цвет носика, выбирайте сами. Далее у меня будет мордочка, такая вот тоже светло-бежевая. Вот, ну почти, ну, она не белая, это бежевая, светло-бежевая. Вот, это будет у нас мордочка, носик. Ну, соответственно, для бровки тоже буду вот брать темно-коричневый цвет, чтобы делать бровки. Далее, также этот цвет, толщина, вы можете опять же взять либо нитку мулине, разъединить ее пополам, если она сильно толстая, либо брать такой же толщины основной пряжи, которой вы будете вязать. Здесь будет просто играть роль толщина бровей. Вот и все. Далее, что нам понадобится еще? Синтепон. В принципе, я все сказала. Соответственно, иголочка, чтобы пришивать детальки. Вот, глазки на безопасном креплении. Если нет таких глазок, берите круглые глазки. Это не принципиально. Просто мордочка меняет вид. Соответственно, все зависит от глазок. Вот. Ну, в принципе, все. Такой вот зайчик у нас с вами должен получиться. Может, немножечко плюс-минус размер будет другой. И давайте приступаем. Итак, начнем мы вязать с лапок. Свяжем верхние лапки и нижние, а потом будем дальше вязать всего зайца. И ушки, да. Лапки, ушки, а потом всего зайца. Итак, начинаем с верхних лапок. В кольцо набираем 6 столбиков. Второй ряд. Вяжем так. В первую петлю вяжем прибавку.
Во второй столбик вяжем прибавку. Далее вяжем 1 столбик. Затем опять 2 прибавки подряд. Раз, два. И в последний столбик вяжем 1 столбик. Получается у нас 10 столбиков. Берем маркер, ниточку контрастную. Вяжем 3-й ряд. В 3-м ряду вяжем так: столбик, прибавка, столбик, столбик, прибавка. Это второй раз мы сделали такую комбинацию. Далее вяжем 1 столбик. Опять повторяем 2 раза столбик, прибавка, 1, столбик, прибавка, 2, и в последний столбик вяжем 1 столбик. Это у нас 3-й ряд. В ряду 14 столбиков. Далее опять делаем прибавки, значит, вяжем 2 столбика и прибавка 2 раза. 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 2 и 1 столбик. Повторяем прибавки еще раз. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И в последний столбик провязываем столбик без накида. Вот так вот у нас получается такой вот овал. Теперь с 5 по 9 ряд у нас в этом ряду, в 4-м, получилось 18 столбиков. Теперь с 5 по 9 ряд мы провяжем без изменений эти 18 столбиков. Провязали 9 рядов. Теперь 10 ряд. Вяжем столбик и убавка и повторяем 6 раз. Столбик и убавка 6 раз. В ряду останется 12 столбиков. Теперь опять вяжем без изменений. С 11 по 19 ряд мы провяжем 12 столбиков. Так, на этом этапе мы будем наполнять ножку, потому что дальше, когда сделаем еще одну убавку, уже будет неудобно. Пространство будет небольшое. Наполняем, значит, так. Внизу у нас должна быть плоская часть. Не круглая, а плоская, так как мы делали овальную. Вот. Овал такой небольшой вырисовывался. Вот. Он должен быть плоским. Значит, обратите сразу внимание, у вас, когда вы будете распределять, да, оно само вот так вот выпрямится, как должно быть. То есть так будет уже не получаться, оно сам вот этот вот плоский часть лапки, она сама расформируется, когда вы будете ложить. И вот примерно вот такой вот толщины, чуть-чуть плотненько, но не круглая. Не округляйте нижнюю часть. Вот, а верхнюю уже можно делать круглая. И тоже мы будем там под конец, уже не будем ложить синтепон, чтобы пришивать ручки, лапки верхние не торчали в разные стороны, а более или менее прилагались к телу. Вот так вот мы наполнили и вяжем дальше. 20 ряд. В 20 ряду у нас убавки. Столбик и убавка повторим 4 раза. Столбик и убавка. И в ряду останется у нас 8 столбиков. И последний ряд у нас будет 21. Это мы провяжем без изменения 8 столбиков. Дальше мы будем в
два края связывать вместе, мы не наполняем больше. У нас здесь вот получается где-то 2 ряда недополненных синтепоном вверх будет. Значит, берете лапку вот так вот таким образом. Если вдруг не хватило, немножечко довязывайте до того момента, чтобы можно было, соединив два края, мне тут один столбик надо еще довязать. Мы два края сейчас свяжем вместе. Вот. И верхние лапки у нас будут пришиваться, вернее ввязываться. И здесь у нас получится 3 столбика. Поэтому в верхних лапках мы ниточку отрезаем. Будут они ввязываться. Аналогично этой лапке вяжем и вторую. Итак, нижние теперь лапки. Нижние лапки аналогично в кольцо набираем 6 столбиков. Далее второй ряд. Вяжем, значит, так. Так же, как и мы вязали и в верхних лапках, да? Помните? Значит, прибавка. В общем, 2 прибавки у нас идут подряд. Вот, раз прибавка, 2 прибавка. Далее 1 столбик. Затем опять 2 прибавки подряд. И в последний столбик 1 столбик. Далее берем опять маркер. Следующий ряд у нас 3. Вяжем столбик, прибавка 2 раза, повторим. Это первый раз. И столбик, прибавка, второй. Далее 1 столбик. Опять вяжем столбик, прибавка. Повторяем 2 раза. Раз. Столбик, прибавка, 2. И последний столбик. Столбик ввязываем. Не забывайте только всегда вот этот вот хвостик фиксировать. Далее у нас 4 ряд. 2 столбика. Прибавка. И еще раз 2 столбика. Прибавка. Далее 1 столбик. И еще раз повторяем. 2 столбика. Прибавка. Раз. 2 столбика. Прибавка 2. И в последний столбик вяжем столбик. Вот. И еще раз сделаем прибавку, так как у нас нижние лапки будут немножко больше верхних. Соответственно, ряд прибавок здесь прибавляется. Ряд с прибавками. Вяжем еще один ряд с прибавками. Это у нас 3 столбика и прибавка. Раз. 3 столбика. 2. 3. Прибавка 2. 1 столбик без изменений. Опять считаем 3 столбика и прибавка. Раз. 3 столбика и прибавка. 2. Последний столбик вяжем без изменений. Вот, получается в 5 ряду у нас 22 столбика. Теперь с 6 по 11 ряд мы провяжем без изменений 22 столбика. 12 ряд вяжем так. 2 столбика, убавка. Еще раз 2 столбика.
Раз, два. Убавка. Затем вяжем один столбик. Убавка. Далее 2 столбика. Убавка. Еще раз 2 столбика. Убавка. Далее столбик. И последняя убавка. У нас в этом ряду, в 12 должно получиться 16 столбиков. Далее 13 ряд мы вяжем без изменений 16 столбиков. Далее вяжем 14 ряд 6 столбиков и убавка. Повторим 2 раза. 6 столбиков и убавка. Провязали. Значит, в 14 ряду у нас осталось 14 столбиков. Теперь с 15 по 23 ряд мы провяжем без изменений 14 столбиков. Теперь дальше вязание будет зависеть от того, где у вас закончился ряд. Вы берете ножку, да, и ложите ее так, чтобы она у вас получилась вот таким вот полукругом. Потому что когда вот так вот будете ложить, оно не ложится. Вы уже понятно, что неправильно ложите. Это где у нас были прибавки, они у нас будут по бокам, и вот так вот оно само просится. Вот. И исходя из того, все будет зависеть от того, где, еще раз повторяюсь, у вас закончился ряд. Значит, у нас должно быть так. Когда вы вот так вот сплошмя положили, и вот так вот сложили пополам, значит, у нас здесь раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков, вот с этого края, да, должны быть полустолбиками с накидом. Далее 4 столбика, вот так вот, раз, два, три, 4, то есть 2 с одной стороны, 2 с другой стороны, должны быть столбики без накида. И 4 столбика должны у нас быть полустолбики, то есть соединительные столбики. Значит, смотрите, у меня закончился ряд. Там, где у меня, сейчас я скажу, раз, два, 3, 4, 5, 6. Все правильно положу. Половинки. Вот. Значит, раз, два, 3, 4, 5, 6. Это у меня будут полустолбики с накидом. Раз, два, 3, 4. И получается, что мне сейчас 2 столбика надо сделать соединительными. Объясню, для чего мы это делаем. Сейчас мы провяжем. Значит, раз, два соединительных столбика. Далее я вяжу 2 столбика без накида. Затем я вяжу 4, вернее 6 полустолбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 полустолбиков с накидом. Затем опять я вяжу 2 столбика без накида. И у меня, так как я 3 провязала сюда, у меня остается 1. Да, я 3 провязала или 2? 2. Значит, у меня 2 остается провязать, чтобы добраться до начала ряда. Вот. Видите, как у нас получается? И еще один ряд мы провяжем аналогично этому. Опять я вяжу сначала 3 полустолбика, ну соединительные, назовем так, соединительные столбики без накида, 3 соединительных. Затем 2 столбика без накида, 6, 2, 3, 4,
5, 6, 2 столбика без накида и 1 соединительный. Я аж не помню, как я там вначале провязала, но я потом проверю. Значит, смотрите, для чего мы это делаем. Когда мы будем пришивать ножку, чтобы она у нас вот так вот не торчала, потому что когда край ровный, так как у нас здесь полукруг, пришив его сюда, оно вот так вот будет в разные стороны. Хотелось бы, чтобы они вот именно немножечко более ровнее были. Соответственно, когда так приложим, пришьем, ножка у нас будет, как видите, да, более ровнее. Вот для этого нам нужны эти 2 ряда. Все, это у нас последний был ряд. Наполняем опять же ножку, нижнюю часть, чтобы она у нас была плоской. Вот в таком виде. А верхнюю эту ножку мы наполняем, чтобы была круглая. Вот такая вот ножка после того, как мы наполнили. Получается, здесь мы будем отрезать ниточку для пришивания, потому что нижние ножки мы будем пришивать. Здесь я сделаю соединительный столбик. Вот и примерно такое вот хватит расстояние, размер. Аналогично этой ножке мы свяжем еще одну ножку. Далее вяжем ушки. Итак, ушки в кольцо набираем 6 столбиков без накида. И далее второй ряд делаем 6 прибавок подряд. Далее третий ряд столбики прибавка. Делаем обычные прибавки, то есть обычный круг. Столбики прибавка повторяем 6 раз. И получаем 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас 24 столбика. Последний ряд у нас с прибавкой. Это 5, 3 столбика и прибавка. Вяжем по кругу. В ряду у нас 30 столбиков. Теперь мы провяжем без изменений эти 30 столбиков с 6 по 17 ряд. Вот смотрите, если вы хотите уши подлиннее, то вяжите больше рядов без изменений. Вот, если вас устраивает такой размер ушек, то вяжите, значит, с 6 по 17 ряд. У этих ушек 11 сантиметров. Вот, и смотрите, если вас не устраивает, хотите подлиннее, вяжите просто вот эти ряды без изменений побольше. Вот такой вот размер получается. Можете еще связать несколько рядов, если хотите. Но вы просто должны понимать, что если ушки у вас будут длинные, то они не будут так бы стоять, да, они будут падать. Вот, поэтому, если вас это устраивает, то вяжите подлиннее ушко. Если нет, то я советую делать покороче. Так, дальше. 18 ряд. Вяжем 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. 3 столбика и убавка. В ряду останется у нас 24 столбика. Теперь с 19 по 22 ряд вяжем без изменений 24 столбика. 23 ряд вяжем 2 столбика и убавка. 6 раз повторяем. В ряду у нас останется 18 столбиков. Теперь с 24 по 27 ряд мы вяжем без изменений 18 столбиков. И смотрите, если вы вдруг решили делать побольше ушки, то, соответственно, сколько рядов вы будете добавлять, столько рядов добавляйте в тех местах, где мы вяжем без прибавлений. Да? То есть решили добавить еще 3 ряда. Соответственно, и здесь тоже, вот где мы вязали без изменений,
тоже добавьте 3 ряда. И вот сейчас после убавки мы будем вязать без изменений и добавьте опять столько же, также 3 ряда. Вот. Тогда у вас будет более симметрично выглядеть ушко. Вяжем, значит, 24 по 27 ряд без изменений. Далее 28 ряд вяжем столбик и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас остается 12 столбиков. Столбик и убавка. Теперь провяжем 2 ряда без изменения. 29 и 30 ряд. 12 столбиков. 29 и 30 ряд. Итак, довязали. Теперь делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Значит, что мы будем еще делать? Ушки еще у нас не закончены. Мы берем иголочку. Вот. Складываем ушки наши пополам, так, чтобы вот эта ниточка была сбоку. И сложив вот так вот пополам, мы прошьем вот так вот, где-то 3 ряда. Значит, введем сюда иголочку, затем сюда. Примерно 3 ряда. Там уже, смотрите, тоже это будет по виду видно. Если вы хотите, чтобы сильно вот тут вот было сложено, тогда вы сшиваете еще чуть выше. Если достаточно вот такого вот, то достаточно вот 3 ряда сшили и вернули ниточку вот сюда вниз, потому что будем пришивать ушки вот здесь внизу, снизу вернее. Все, вот теперь наше ушко готово. Вяжем второе ушко. Тело и голова у нас будет одной деталью, поэтому начинаем вязать сначала с тела. Вяжем обычный круг. Первый ряд в кольцо набираем 6 столбиков, затем 6 прибавок, 12 столбиков, потом столбик и прибавка, 2 столбика и прибавка. И так мы увеличиваем наш круг до 10 ряда, в котором у нас будет 8 столбиков и прибавка. Вот провязываем круг. И дальше, значит, с 11 по 20 ряд мы провяжем 60 столбиков, которые у нас получились в 10 ряду, провязав 8 столбиков и прибавка. Вот эти 60 столбиков мы вяжем до 20 ряда, с 11 по 20 ряд. Провязали мы 20 рядов. Теперь 21 ряд вяжем убавки. Начиная с 21 ряда. 8 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду останется 54 столбика. Вяжем мы тело снизу вверх. Вот. Повторяем 6 раз. 22 ряд вяжем без изменений 54 столбика. 23 ряд 7 столбиков и убавка. И будем так чередовать убавки и столбики и ряды без изменения. Ряд с убавками, ряд без изменений. 3. Так, 7. Убавка. Вяжем 23 ряд, значит, у нас 7 столбиков и убавка. 24 ряд вяжем без изменений. 48 столбиков. 25 ряд вяжем 6 столбиков и убавка. 26 ряд вяжем без изменений. 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и убавка.
27 ряд у нас, значит, 5 столбиков и убавка. 28 ряд без изменений. Значит, в 27 ряду у нас получится 36 столбиков. И в 28 ряд вяжем без изменения 36 столбиков. Значит, 5 столбиков и убавка. Так, провязали, значит, мы 27 ряд 5 столбиков и убавка, 28 ряд без изменений. 29 ряд 4 столбика и убавка, в ряду останется 30 столбиков. И 30 ряд без изменений 30 столбиков. 4 столбика и убавка. Тридцать первый ряд 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, у нас останется 24 столбика. И 32 ряд провяжем без изменений 24 столбика. Параллельно наполняем синтепоном игрушку. Итак, берем наши верхние лапки. С 33 ряда мы начинаем ввязывать лапки свои в 33 ряду. Значит, вяжем сначала 6 столбиков, провязываем. Провязали. Берем лапку, за первый столбик ввели крючок, следующий столбик. Так, привязались. Так вот, столбиком. Дальше второй столбик на лапке, следующий на теле столбик. И последний третий столбик, так как у нас 3 столбика на лапке. Вот так мы привязали одну лапку. Здесь не важно, как вы ее возьмете, так она одинаково с двух сторон. Далее вязали, значит, руку. Дальше вяжем внимательно, только посмотрите, чтобы не ввязаться дальше в этот же столбик, в который привязали лапку. Со следующего столбика провязываем 8 столбиков. Параллельно вот прячем ниточку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше можно убрать хвостик. Провязали. Берем вторую лапку. Точно так же. Беремся за первый столбик. И здесь следующий столбик. Привязались. Дальше второй столбик. Следующий столбик на теле провязываем. И последний, третий. Вот. Таким образом мы привязали наши лапки. И довязываем до конца последние 4 столбика. Тридцать четвертый ряд провяжем без изменений 24 столбика. Дальше с 35 ряда мы начинаем вязать голову. Значит, 35 ряд у нас вяжется таким образом: 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз в ряду, у нас получится 30 столбиков. 3 столбика и прибавка. Далее 36 ряд, 4 столбика и прибавка. 2. И так мы будем делать прибавки. Значит,
4 столбика и прибавка, 5 столбиков в 37 ряд и прибавка, 6 столбиков. Так вяжите прибавки до 42 ряда, в котором будет 10 столбиков и прибавка. Вяжем прибавки до 42 ряда. Итак, значит, в 42 ряду у нас должно получиться 72 столбика, 10 столбиков и прибавка. Вот когда провязываем 42 ряд, где у нас 10 столбиков и прибавка, получается вот такая вот штука. Теперь, значит, с 43 по 53 ряд мы вяжем без изменений 72 столбика. Параллельно потихонечку наполняем синтепоном. Значит, 54 ряд, столбик и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду останется у нас 66 столбиков. Значит, 10 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. 55 ряд мы вяжем без изменений. 66 столбиков. 56 ряд, 9 столбиков и убавка. Остается 60 столбиков. 57 ряд вяжем без изменений. 60 столбиков. 58 ряд, 8 столбиков и убавка. В ряду останется 54 столбика. И 59 ряд вяжем без изменений. 54 столбика. На этом этапе мы с вами будем вставлять глазки. Значит, глазки у нас будут вставляться. Будем отчет вести, значит, рядов. Находим ряд, где мы начали прибавлять. Вот. И начиная с этого ряда отсчитываем наверх 14 рядов. Между 14 и 15 рядом будут находиться наши глазки. Вот. И между глазами 9 столбиков. Вот. И еще перед и зад отличаются. У нас, значит, с одной стороны расстояние будет между руками больше, с другой меньше. Там, где меньше расстояние, это у нас перед. Вот, находим перед. И, как я предлагаю, найти середину, как расположить глазки. Значит, пока мы еще не наполнили голову ничем, берем ее и складываем пополам. Так, чтобы она у нас вот. Находим середину, вот так вот, складываем пополам. Вот. Отсчитываем снизу вверх 14 рядов. Находим ряд с прибавкой, первый ряд с прибавками. И от него отсчитываем 14 рядов. Находим. Я беру спицу, можно взять просто крючок. Вот, и просто пока втыкаем так вот. Проверяем еще раз, чтобы у нас все было симметрично, то есть чтобы ровно мы сложили половинки, 2 пополам. Вот, и теперь будем отсчитывать 9 столбиков и передвигать наши, у кого-то кто спицу, кто крючок ввел. Это я сильно далеко, поэтому я немножко где-то здесь, наверное, вот здесь веду. Ряды главное, чтобы тоже не перепутать, потому что может сложиться неровно. Вот, чтобы ряд был один. И отсчитываем 9 столбиков. Так как спица мне удобнее, вот так вот могу расположить и отсчитать. Вот у меня 9 столбиков. Но все равно, для того, чтобы проверить, правильно ли у меня получилась середина, что у меня глазки будут посерединке, я в эти места, которые я нашла, я вкладываю такие вот иголочки и распределяю голову, смотрю, посерединке ли у меня получились глаза. Если я считаю, что у меня все вроде бы посерединке, вот тогда мы будем прицеплять наши глазки. Если у вас круглые глазки, вот вы когда приложите глазки, посмотрите, может быть, для таких глазок будет в самый раз расположение, да, а для круглых может нужно будет их ниже опустить на ряд. Вот, поэтому посмотрите, все будет зависеть от ваших размеров глаз. Вот. Мне на один ряд я их в сторону переместила, потому что мне показалось, что
вернее, на один столбик. На один столбик они далековаты были. Вот. Теперь вставляем глазки и будем дальше вязать. Так, все, глазки на месте. Теперь продолжаем делать убавки. Теперь мы будем делать убавки в каждом ряду. Значит, 60 ряд, 60, 7 столбиков и убавка. В ряду остается 48. Ну, дальше, я думаю, самостоятельно можно делать убавки, параллельно наполняйте голову, не забывайте. Уплотните немножечко шею, чтобы голова не болталась. Более плотнее забейте шею. Вот, и делаем убавки. 7 столбиков, убавка 6. И так доходим до последней убавки, где у нас будет 6 убавок подряд. И стягиваем отверстие. Вот, довязали, осталось отверстие. Но перед тем, как его стягивать, значит, отрезаем ниточку. Вытягиваем. Перед тем, как стягивать это отверстие, нам надо сначала сейчас стянуть глазки, чтобы ниточки можно было где-то связать и спрятать. Оставим это отверстие для этого. Делаем утяжки глаз. Берем ниточку. Можно эту же, можно другую. Ну, я возьму, наверное, эту. Вот, отрезаем так. Небольшой длины. Значит, смотрите, я делаю такой вот хороший узелок. Тут большой, несколько раз. Ввожу иголочку вот через это отверстие. Значит, беру серединку глаза и получается, что над глазом, вернее, рядом с глазом беру один ряд посередине. Так, чтобы более спрятать ниточку. И этим узелком она там, ниточка у меня будет держаться. Вот, вывела я вот где-то здесь. И над ряда, ну, получается, над столбиком ввожу. То есть один ряд. Также вот ниже вела, ближе по возможности глазу, и выводим сюда в это же отверстие. И пробуем утягивать. Сильно не надо, так немножечко. Чуть-чуть просто так вот глазки туда впали. Здесь я зафиксирую за внутреннюю часть какого-нибудь столбика. Там будет держать узелок, а этот край я зафиксирую. Все, я зафиксировала. Эту ниточку мы прячем вовнутрь и закрываем наше отверстие. Берем иголочку и за все 6 полустолбик, полупетель мы затянем. За полупетли берем с иголкой, за передние. Все, здесь я зафиксирую и спрячу ниточку. Вот так у нас должно получиться. Так, немножко буквально. Глаза туда впали.
Теперь пришьем ушки. Ушки располагаем также либо как я вам показываю, либо как вы хотите. Я расположу их вот в таком положении. Получается посередине вот наше кольцо. Середина этого кольца, расстояние между ушками я где-то возьму, наверное, раз, два, три, 4 ряда будет. Вот. И пришью вот так вот ушки. Смотрите, для того, чтобы ушко было более устойчивым, видите, она вот одно ухо я уже пришила так, как надо. Второе у меня еще немножко так более такое неустойчивое. Вот так как после того, как мы пришиваем за нижние столбики, затем второй ряд мы будем пришивать за стеночки, за ножки, вернее, вот так вот. Ножки петелек. И тогда у нас оно примет такую более устойчивую форму. Вот так вот. Беремся за ножки чуть выше. Если вы делаете ушки подлиннее, и, естественно, не хотите, чтобы они у вас так стояли, значит, вы их располагаете немножко сбоку и укладываете их. Вот. Либо пришиваете так, они уже сами будут падать так, как под своей тяжестью. Вот. И еще, может быть, я ряд пройду чуть-чуть, буквально где-то. Ну, вот так вот более устойчивее выглядеть ухо. Ушки пришили, теперь будем пришивать нижние лапки. Но перед тем, как их пришивать, мы сначала сошьем два края. Складываем пополам и сшиваем просто. Вот так просто сшили, не стягиваем. Вот, пришивать мы будем тоже как бы высоту. Хотите ниже, вот так вот. Можно вот так вот пришить, будут вот выглядеть вот так лапки. Чуть выше они более косолапее будут выглядеть. Ну, вы выбирайте себе вариант и тоже пришивайте посередине, чтобы, смотрите внимательно, чтобы не получилось так, что одна лапка будет сзади, другая впереди. Находим центр, середину и пришиваем лапки. Свяжем ему еще хвостик. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков, стягиваем колечко. Второй ряд делаем прибавки, каждый столбик. Третий ряд столбики, прибавка. В ряду у нас получится 18 столбиков. И еще один ряд сделаем с прибавками. 2 столбика, прибавка. Получилось у нас 24 столбика в ряду. Теперь мы провяжем без изменений 3 ряда. Все, последний столбик делаю соединительный и отрезаем ниточку для пришивания. Пришивать будем посерединке. Вот примерно вот так. Наполняем синтепоном и пришиваем. Итак, вяжем мордочку. Берем белую, либо
бежевый светлый цвет. Набираем 6 воздушных петель, начиная со второй петли от крючка, провязываем в нее 2 столбика, затем вяжем 3 столбика, в последний столбик провязываем 3 столбика, с противоположной стороны вяжем 3 столбика, и в последний столбик провязываем 1 столбик. Должно получиться 12 столбиков. Дальше второй ряд. Посчитайте внимательно, чтобы было 12. Если вам этот столбик неудобен первый, то добавьте еще 1 столбик в последнюю петлю. Тогда будет, его можно и не трогать, этот столбик. Вот этот вот первый, он такой вот неудобный будет. Значит, начинаем делать прибавки. В крайние 3 петли мы провязываем прибавки, то есть 3 прибавки по краям. Значит, сначала мы делаем 2 прибавки, 1, 2, затем вяжем 3 столбика, в 3 петли крайние делаем прибавки, 3 прибавки, 1, 2, 3, вяжем 3 столбика с противоположной стороны и в последний столбик делаем прибавку. Далее вяжем, значит, столбик и прибавка, столбик и прибавка. Далее 3 столбика провязываем, затем опять вяжем столбик и прибавка 3 раза. Раз было, это 2 столбики прибавка, 3, провязываем 3 столбика и последний столбик и прибавка. Еще ряд провяжем. Значит, дальше у нас следующая прибавка будет 2 столбика и прибавка, 2 столбика и прибавка. Здесь мы повторяем 2 раза, затем 3 столбика, далее 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза, раз, прибавка 2, раз, 2, прибавка 3, дальше вяжем 3 столбика и третью прибавку с другой стороны мы вяжем в конце, 2 столбика и прибавка. Теперь вяжем, у нас здесь получается 30 столбиков, провязываем 3 ряда без изменений, 30 столбиков. Провязали 3 ряда, вот что у нас должно получиться. Отрезаем ниточку побольше, ну так вот, чтобы хватило нам, чтобы пришить ее. Здесь я сделаю последний столбик соединительным, чтобы немножко сгладить край. Вот,
Теперь вот этой частью, где у меня нитка, я разверну вниз, а более ровнее вверх. И вот так же берем, прикладываем посередине верхнюю часть, ну как сказать, получается на уровне глаз. Вот у меня ряд, у меня тут закругляются глаза, я как бы не на этот ряд, а чуть выше сделаю, вот где-то вот так, чтобы примерно на уровне глаз, нижней части глаз. Еще вкалываем иголочки и пришиваем. Наполнить не забудьте синтепоном. Пришили мордочку, теперь намечаем треугольник, где будем вышивать носик. Берем цвет носика, какой вы выбрали, рыжий, красный. Я делаю узелок. Надеюсь, он у меня пролезет. Сильно толсто сделала. И ввожу иголочку где-нибудь здесь, между столбиками. Главное в столбик не попасть, чтобы спряталась ниточка. Ввожу в первую иголочку, к первой иголочке. Дальше можно вниз и к следующей. Формируем такой вот треугольник. Теперь мы этот треугольник будем вышивать. Можно ниточку сделать в 2 сложения, чтобы меньше делать. Манипуляции я, наверное, в 2 сложения сделаю. Вот. Немножко, чтобы там она ниточка осталась. И все. И начали вот так вот. К низу. Так проходимся, если понадобится, 2 раза. Все будет зависеть от того, насколько ниточка прячет нашу мордочку. Вот так вот проходимся и в обратном направлении, если надо. Ну вот я пару раз еще прошлась. Теперь вверху я просто выровняю. Можно не выравнивать. Можно оставить вот как есть. Можно выровнять. Тоже как бы на любителя. Кто-то оставляет как есть, когда делает носик зверюшкам своим. Выводим сюда в центр. И сделаем бороздочку. Бороздочку я сделаю 2 ряда. Будет достаточно. Вот. И выведу, наверное, где-то здесь. Зафиксирую ниточку за какой-нибудь краешек и спрячу. Вот. Носик наш будет готов на этом. Осталось нам вышить бровки. Располагаем бровки, опять же, по своему усмотрению. Я вот расположила их так. У меня получилось вот над глазом. Я отсчитала 1, 2, 3. На 3-м ряду у меня нижняя, край одной стороны. И на столбик, вернее, на ряд выше. Значит, у меня получается между ними. Тут у меня убавки. 1, 2, 3, 4 ряда. Если по этому ряду считать расстояние. В таком расстоянии такое вот так вот я примерно смотрю одинаково, чтобы располагались.
бровки. Все, и вышиваем бровки. Берем цвет бровей. Делаю узелочек, чтобы ниточка там держалась. Далее вводим сюда. Вот. Такие бровки получаются у нас. Сейчас я ниточку эту несколько раз вот буду вводить и выводить, чтобы она там в синтепоне запуталась. Потому что мне ее сейчас прятать негде. Обычно, когда голову вяжут отдельно, то ниточку можно вот здесь, вот пока еще не сшили все ниточки, как бы прятать там удобно. А так, когда цельное все, то последние нитки некуда прятать. Это я думаю, что она уже никуда не денется. Размер этого зайца, значит, у нас получился 37. Как ни странно, сейчас я померю еще раз зайца того. Наверное, я немножко неправильно вначале померила. Так по-быстренькому мерила. Значит, этот заяц у нас 38. Вот, поэтому неправильно померила вначале. Быстренько так. Значит, 38 сантиметров этот заяц, 37 получился этот. По диаметру точно так же. Он будет на сантиметр чуть меньше. Он даже видно, да? Невооруженным глазом даже видно, что этот заяц больше, этот меньше. Значит, по поводу ниток. У меня ушел моток. Я связала ушки, лапки и голову. Где-то до сюда довязала. И вот и оставалось буквально вот столько. Я взяла второй моток. Ушло вот немножко ниток от второго мотка. Вот столько ниток, значит, понадобилось из этого размера. Вот. Значит, насчет одежды я уже говорила, что я потом сделаю отдельно мастер-класс по поводу штанишек. Может, сделаем свитерочек, такую кофточку, либо свитерочек, шапочку, беретик. В общем, я буду делать серию видео про одежду. Пока для этого зайца разную одежду, ну, разновидности одежды свяжем с вами. Вот. И в итоге наш заяц будет одет. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Встретимся с вами в следующих моих видео. Спасибо за просмотр и приятного вязания.